Россия — это такой древний дед. Она не готова встречаться и видеть людей с русскими паспортами. Путин умрет, и все это остановится, потому что в моей стране война. Яна Гудзенко, театральный режиссер. Родилась в 1986 году в Киеве. Яна училась в Российской академии театрального искусства в Москве и окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карова. Сегодня 17 июля 2022 года. Мы с тобой сейчас находимся в Амстердаме, в театре, как ты правильно сказала? Питон Макарей. Первый вопрос к тебе. Почему ты здесь? Ну, потому что в моей стране война. Можеш з яблуком, а хто може з яблучком вийти поживати? Емоцію і слово. Поїхали, Олександр починає, давай. I live here, yeah? Я очень хорошо помню первый момент, когда началась Чеченская война. Это был день рождения моего дедушки. Я пекла торт на его день рождения. Отключился свет, газ. И дребезжали окна и начали бомбить. Вот этот торт, и как я... И вот в момент, что этого действия, оно разрушается само по себе, невозможность дальше готовить этот торт, вот для меня вот это и есть начало войны. Ты можешь описать свое первое ощущение вот в моменты, где ты поняла все, вот сейчас началась война? Это для меня это бессонница, потому что от страха ты не можешь спать, кто-то должен обязательно не спать. И вот те первые дни, когда мы были в Киеве, я, наверное, дня 4 не спала. А это страшно, это на самом деле прям испытание не спать. И вот это, наверное, вот то ощущение, от которого я вот даже сейчас, когда подумала, что надо вернуться в Киев на какое-то время, мне на неделю хотя бы, я подумала, опять не спать. Ну, то есть вот это вот отсутствие сна, это как Макбета, да, его да, наказывали тем, что он теперь больше не может спать. Вот это вот прям... Для меня это так. Ну, я спать вообще не могла. Но это скорее уже рефлексия тела, да, психики на происходящее. Мой вопрос был связан именно вообще вот сам момент, в котором ты вот сейчас конкретно впервые осознала, вот сейчас началась война. Просто всем домом. Я в тот момент была в Киеве, в родительской квартире с моей мамой. И со мной была вот троюродная сестра, которая в нашем же доме живет с маленьким ребенком. И мы всем домом спускались как бы в бомбоубежище все вместе, в детский сад. И вот где дребезжали окна как раз, потому что безопасно было на первом этаже быть. И были вот прям детские матрасы, мы расстелили по всем коридорам, там, где нет окон. И вот мы там пересидели первую ночь. И потом вот мой племянник проснулся утром и сказал, так что все закончилось. А я подумала, все началось. Прощай, война. Я сказал. Прощай, война, да. Сегодня как раз ровно 4 месяца. 4, да? Я приехала с 17 марта
Ну да, получается, 4 месяца. 17 марта я сюда приехала, то есть я достаточно долго принимала решение. Для меня это было тяжело. Я не ожидала, что я буду именно в Голландии. Просто когда началась война, я как раз стартанула большой проект в Киевской опере. Это был большой мюзикл с оркестром. И, конечно, абсурдность всего происходящего, когда со всех телевизоров начали рассказывать, что танки подходят. Все мои друзья очень быстро, 26 числа уже никого в Киеве не было. Все рынулись в этих толкучках. Я продолжала пребывать в иллюзии, что я же должна спектакль ставить. Поэтому я как-то не очень быстро сообразила. Но несмотря на все эти сирены, то, что практически район, в котором я жила, и рядом уже реально зашли русские танки, и там уже стреляли. Мы же не понимали, что происходит. То есть это было уже достаточно страшно, но я все равно не понимала серьезность происходящего. Вот. Потом нас решил мой папа вывести под Киев, что было, кстати, ошибкой, потому что это было самое... все думали, что пойдут на Киев, а на самом деле все пригороды были в опасности больше, и Буча, и Ирпень. Вот. Мы выехали, и 2 недели, в принципе, я еще просидела без света, реально просто в ужасной какой-то атмосфере. Я еще была с 2 своими племянниками, которым 9 и 12 лет. Они постоянно прятались в подвале. И я все равно думала, что все это рассосется как-нибудь, и через 2 недели что-то произойдет, и я поеду в Киев и буду опять репетировать «Пробуждение весны». Вот. Но когда мне начали просто все писать мои коллеги, кстати, это были шведы и немцы, которые говорили: как ты, давай мы тебя вытащим, мы тебя встретим на границе. То есть когда я увидела, что мне есть куда ехать, и я могу уехать, тогда я уже через 2 недели вернулась в Киев, еще 4 дня принимала решение, и потом, в принципе, мы не понимали, куда мы едем, нам главное было выехать. Вот, и я вот со своей троюродной сестрой, с ее ребенком, мы вот выехали. Сначала мы поехали в Венгрию, по-моему. В общем, мы добирались очень чудно, очень долго. Вот. И затем уже приехали в Амстердам. Да. Но я приехала сюда на 2 дня в ожидании, что я потом сразу же перееду в Швецию, где меня ждали на работу. Но вот это все подзатянулось, потому что этот театр дал возможность мне поставить первый спектакль здесь, в коллаборации. Мы не одна я делала, мы все вместе сочиняли. Вот. И потом просто вот потоком меня тут предложения начали поступать по поводу работы, и я вот так здесь подосталась, скажем так. Куди прямуєш ти, Галина? У вас в каждой группе должно прибавиться людей. Так, мы вдвоем фен для волос. Работаем? Фен для волос работает. Ребята, давайте, все сюда. Смотрите. Тогда, раз коль речь зашла про этот театр, хочу сказать, что нам с тобой это известно, но никому, наверное, больше. Ты жила в этом театре, когда ты приехала, ты месяц, да, насколько я знаю, ты прожила в этом театре. А после тебя в этом театре живу я. Вот. И сейчас со мной живет вот уже неделю Пипа. Пипа – беженка из России. Вот. Ее семья сейчас находится в лагере для беженцев на севере Голландии. Вот. Они сдаются и просят политического убежища. Туда собак нельзя, поэтому Пипа вот здесь тоже со мной. У меня такой к тебе вопрос. Когда я приехала в Амстердам, я уехала из России 16 марта. Мы с тобой вот какой-то у нас вот прям похожие даты. Я приехала в Амстердам, я стала связываться со своими там знакомыми, друзьями в Нидерландах, поскольку у меня уже были какие-то связи и так далее. Я написала одной своей подруге, как я так думала, да, она украинка и 7 лет, по-моему, уже живет здесь, в Нидерландах. Она режиссер. Вот.
Я написала ей привет, и давай, не знаю, пригласила ее на ужин, который я сказала, давай сделаем ужин мира. Вот, и пригласила ее. На что я получила ответ, что она не готова встречаться и видеть людей с русскими паспортами. Что ты думаешь об этом? Это очень сложный вопрос. Я думаю, что большинство украинцев сейчас думают приблизительно так же. Слово «русский», «русская речь» вызывает у них агрессию. И вот, кстати, когда мы приехали только в Венгрию и первый день заезжали в гостиницу и услышали русскую речь, у нас у самих было такое вот неприятное ощущение небезопасности. Ну, то есть почему-то это сразу русский акцент такой московский вызывал какой-то прям стресс. Но я не решаю за всех. Я сама училась просто в ГИТИСе и жила в Москве. И первые, кто, кстати, написал мне, это были мои одногруппники, которые настолько эмпатично бросились помогать, извиняться. У меня вот моя одногруппница, с которой училась вместе в ГИТИСе, Джулия Амретти, у нее мама русская, папа итальянец. Она в этот момент была в Риме, и первое, что она написала: «Прости, это не мой выбор, прости меня, пожалуйста». Я говорю: да, Джулия, за что ты извиняешься? Потом последовало очень много, в принципе, сообщений от именно ребят с Москвы, с которыми я училась вместе, которые очень много говорили там: давай денег, мы тебе пришлем, где ты, как ты. И я поняла, что мое окружение из русских, да, оно состоит из адекватных, нормальных людей, которые понимают, что происходит. Поэтому я себя не ограничивала в общении с русскими и всегда иду на контакт. Конечно, у меня есть родственники, которые поддерживают Путина, и с ними, конечно, я их заблокировала в телефоне, но я не борюсь с ними, не высказываю свою позицию. Если бы, например, ты мне написала, то, конечно, я бы с тобой поужинала, я бы не стала блокировать, потому что мы с тобой говорили о том, что люди, которые, в принципе, покинули Россию, кто остается даже в России, они во многом тоже заложники этой ситуации. И, в общем, сейчас такая связь между нами, между русскими и украинцами, в которой нужно разбираться. Я тобі не соромно! А ты так боишься? Хотела бы ты что-нибудь сказать людям, которые сейчас находятся в Украине, в горячих районах, у которых есть дети? Просто, с одной стороны, все не могут выехать. И вот моя лучшая, кстати, подружка с 2 маленькими детьми вернулась. Муж остался в Польше, а она вернулась. Для того, чтобы открыть детский сад, и чтобы дети могли ходить в детский сад, а родители работать и поднимать экономику Украины. То есть для нее позиция такая, что я буду делать в Польше, я здесь полезнее. Она именно, потому что отец хотел, чтобы дети были в Польше, она их забрала, открыла детский сад. Правда, это в Киеве, это безопасно. Но безопасно ли? Потому что бомбы летят по всей территории. Но у меня нет своих детей, поэтому я не знаю, какое бы я решение приняла в моменте. А что ты думаешь? Может ли быть ценнее какая-то экономика, социальная жизнь, детский сад и так далее, ценнее жизни ребенка? Для меня, конечно, нет, но не все так думают. Я спрашиваю конкретно тебя и спрашиваю тебя как человека. Для меня ценнее жизни ничего нет. То есть нету таких обстоятельств, которые бы заставили меня остаться и рисковать. Допустим, мои родители, так как они очень патриотически настроены, они, конечно же, в Киеве, и для них это предательская позиция куда-то уезжать и не быть со своим народом. Для меня даже, наблюдая за своими друзьями, которые пошли на фронт добровольцами,
Ну вот я не знаю, потому что женщины тоже могли, в принципе, да, брать. Но вот готова ли я? Вот я бы, наверное... Это же тоже такое жертвоприношение, в принципе. То есть ты каждый день встаешь с ощущением того, что я здесь, это моя земля, но я рискую, там, не знаю, отдать своего ребенка или там... Вот я собираю деньги, чтобы мой ребенок пошел сейчас и стал солдатом. Вот как это? Ну, то есть для меня вот это непонятно. Я не знаю, вот если бы у меня был ребенок или сын там призывного возраста, или маленький ребенок, вот оставила бы я его в Украине. Потому что вот моя мама как-то сказала, что если бы у меня был сын, он бы точно пошел защищать родину. Вот это было странно, кстати, с ее стороны, потому что я не чувствую вины, что я не пошла защищать родину. Мне кажется, что ну, это, может, трусливая какая-то позиция, но, блин. И вот ребенка своего оставлять, ну, наверное, для меня нет. Я бы вывозила, я бы убегала. Я бы дала себе шанс жить. Насколько я знаю, ты училась в ГИТИСе, в Москве, в России. И, насколько я понимаю, то время, когда ты училась в ГИТИСе, началась история с Донбассом. Расскажи, пожалуйста, свой опыт, как это происходило, и что ты тогда для себя поняла. Да, когда я... Даже более того, для меня это было очень ценно, то, что я поступила в ГИТИС. И у меня был scholarship, то есть за меня Министерство культуры платило еще там 10 тысяч евро в год, чтобы я училась. Это прям был билет в жизнь такой, поступить в ГИТИС. И потом началась вся эта история с Майданом. Я находилась в этот момент в Москве. Я как бы не очень вникала вообще, что происходит. И потом, когда в Одессе погибло много людей, и моя педагог по сценической речи на экзамен по сценречи пришла в майке с портретом Путина. А она украинка, кстати, у нее украинская фамилия даже. Меня это очень сильно возмутило. И я ей сказала, что это некрасиво, это нехорошо так делать. Потому что, я есть. С 30 человек я есть человек, который с Украины, и мне это неприятно. Почему я должна приходить на государственный экзамен и видеть педагога с майкой, с портретом Путина, когда я знаю, что в Одессе, погибло столько людей. На что... это был первый звоночек, когда я поняла, что как-то тут мне не очень рады. То есть мои интересы никто учитывать в Москве не будет. Мне стало дискомфортно чувствовать себя в Москве. На тот момент я еще пыталась сделать русский паспорт себе. На что мои родители отреагировали очень бурно. Они сказали, чтобы я решала. Либо у меня есть семья, либо я остаюсь в Москве. Они это называют путиновская проститутка. Путиновская проститутка, ты остаешься в Москве и едешь додому. И, конечно, я приняла решение бросить... я академ отпуск взяла и вернулась в Украину. До 24 февраля мы делали какие-то дела, проекты, у нас были планы. Какими были твои перспективы как режиссера в Украине до 24 февраля? У меня было запланировано 3 спектакля. До войны я начинала, как я уже говорила, делать в Киевской опере мюзикл «Пробуждение весны» с оркестром. Затем я должна была делать 2 спектакля по Шекспиру. И, в принципе, я 2 года до этого проработала главным режиссером в Запорожском театре. И у нас были большие планы. Мы выпустили спектакль, который, в принципе, был
очень таким популярным, и мы думали как раз европейское турне сделать, на фестивале податься. То есть, в принципе, жизнь была как-то спланирована хотя бы на год, и она была связана, конечно, только с Украиной, потому что вот мой театр в Запорожье, у нас была договоренность, что мы этот год очень продуктивно поработаем, из театра сделаем такую европейскую площадку, пригласим туда каких-то молодых режиссеров. Мое будущее, конечно, я видела в Украине, и мне хотелось быть режиссером, который ставит за границей, но, в принципе, я хотела, чтобы у меня был дом. Я хотела, чтобы у меня было место, где я могу жить, быть, вернуться. Ну, то есть вот так вот сниматься с какого-то места и так переезжать, конечно, я не планировала. Когда начинается война, то есть рушится не только здания, не только убиваются люди, но рушится как бы само течение жизни. Вот насколько ты вообще сейчас понимаешь это, какое влияние оно на тебя оказывает? Ну, в этот раз все поменялось. Вот, допустим, когда произошел Крым, когда произошел Донбасс в 2014 году, я тоже была в этот момент уже режиссером, я, в принципе, никогда к этим темам не прикасалась. Это было где-то очень далеко. Ну, то есть моя жизнь от этого не зависела и не менялась. Мне не хотелось там с украинским флагом где-то бегать, говорить: ребята, остановитесь. То есть я думала, ну это же где-то там. Хотя я продолжала мечтать о том, чтобы там, я не знаю, давайте в Запорожье сделаем спектакль на русском. Ну а почему мы все время должны на украинском? То есть моя жизнь, в принципе, не сламливалась так сильно. Вот сейчас, когда это все произошло, во-первых, я это и вижу по своему окружению, мы ничего не планируем надолго. То есть мы живем, в принципе, очень маленькими кусочками. Ты вообще не знаешь, что произойдет завтра. В принципе, ты себя не чувствуешь комфортно здесь. Это не твой дом. Тут никто тебя не ждет с распростертыми руками. Но больше всего, что в моей жизни поменялось, это то, что я поняла, что очень много моих близких людей сейчас убивают других людей или могут быть убитыми. Вот. У меня есть очень близкий мой друг, с которым я вместе училась, и мы очень много вместе работали. И вот недавно он просто в горячей точке, я ему написала: как ты? А он такой, война не для меня, потому что я вегетарианец. Он реально, он мясо не ест, он добрейший человек. И он мне пишет, что: Янка, ты не представляешь, я из людей делаю 200-х. И вот это меня поразило, кстати, очень сильно, потому что я поняла, что люди, с которыми которых я знала, я уже их больше не знаю. И вот это вот слом для меня больше, чем переехать или там потерять карьеру или еще что-то. Вот то, что рассыпалось, я уже и маму свою не знаю, в принципе. Потому что те вещи, которые она говорит, это не про меня, так устрашают. То есть война, она породила очень много агрессии вокруг. Очень много. И понятно, потому что если ты не будешь защищаться, если ты не будешь сильным, то просто ничего не будет, ты не защитишься так. То есть в какой-то момент тебе надо быть агрессивным, тебе надо взять оружие, тебе надо защитить свой дом. Эти истории, как украинские женщины, опаивают какими-то ядами солдат. Я представляю, что в твой дом пришли, у тебя дети, а ты берешь и травишь, русских солдат. Как это? Вот как ты после этого жить будешь? Вот эти истории, которые начали это же не то, что где-то далеко, а вот они тут. Я вот рассказала конкретно, что вот смс-ку мне мой очень близкий друг написал. И это для меня было таким, что я теперь вообще ничего не понимаю. Во-первых, я еще и жду чуда,
Я все время даю сын машину, я думаю, что в какой-то день все произойдет. Мы все ждем чуда какого-то, что Путин умрет, какой-то волшебный мэджик произойдет, и все это остановится завтра. Вот Шекспир делает пьесу «Ромео и Джульетта». И все видят в этом абсолютно романтический текст, но на самом деле Шекспир закладывает очень важный конструкт, как мысль. Есть два клана – Монтеки и Капулетти. На начало произведения мы знаем, что это два враждующих клана, между которыми очень давний конфликт. Это соседствующие кланы, это враждующие кланы, и которые никак не могут примириться. И принять друг друга тоже. В связи с чем вообще возможность полюбить представителями этих двух кланов Ромео и Джульетты для всех неприемлема. И финал, где оба клана, которые привнесли в жертву самое ценное, что у них есть, это их детей. Они вместе в процессе прощания и похорон. То есть и эти два клана все-таки будут примирены, но для того, чтобы они примирились, необходима эта жертва. Что ты думаешь об этом? Ты смотришь романтически на эту ситуацию. Возможно, допустим, даже в 2014 году и Крым — это была Ромео и Джульетта. Но вот эта Ромео и Джульетта сейчас переросла... Я просто очень люблю Ричарда Третьего. Моя любимая сцена — это как раз на кладбище, когда Ричард пытается Анну умолотить прямо на могиле мужа. Вот это вот сейчас выглядит так. То есть в данный момент, вот как я ощущаю, для меня, как для украинки, важно, чтобы вот мое пространство в Украине было защищено. Я хочу замок, я хочу вот просто обложиться всеми на свете заборами и этого соседа не пускать и не примиряться. Понимаешь, Ромео и Джульетта солдат, который насиловал свечкой ребенка в Ирпене, не Ромео. Риторика, связанная с Донбассом, которая сейчас очень, в том числе, на поверхности, и понятно почему, 8 лет и так далее, и так далее. Я со своей стороны понимаю, вот случился Донбасс. Это катастрофа. Катастрофа, которая произошла, начиная с 2014 года. Вопрос такой. Мы говорим, почему тогда никто не среагировал. Я задаю вопрос. Украина, по сути дела, у которой взяли, например, и печень, выдирают печень. Еще живот не вспорот, но уже добрались до печени. Украина и все украинские граждане тогда не вышли всем народом на улицу, не показали всему миру, что началось происходить что-то, что недопустимо как происходящее. Если это не заметили сами украинцы, это не заметили не в России, это не заметили во всем мире. К чему это приводит? Как только что-то остается незамеченным, не сформулированным, не вынесенным вообще, оно приводит к еще большей катастрофе. Я много думаю с 24 февраля о том, что происходит, как происходит, что я могу сделать. Я благодарна тебе, что ты согласилась на это интервью, что мы сейчас с тобой здесь говорим, и что для меня в этом и есть, наверное, вот те шаги к миру, которые мы можем делать. Просто для меня, я тебе скажу, что, знаешь, как говорится, капля камень точит, да?
Вот для меня такой способ рабочий. Ну, то есть я не снимаю ответственность за то, что... Мне просто кажется, что изначально вот отношения Украины с Россией, они были очень... Это же не тянется, там, я не знаю, 100 лет. Это тянется огромный исторический период, когда действительно у нас очень сложные отношения были. И, в принципе, Украина, она... Вот мне так кажется, что Россия — это такой древний дед уже, знаешь, такой, ну, в данный момент, вот, немножечко импотент, вот. А Украина — это всегда такая молодая, жвавая девчина. И вот ей, наверное, по кайфу было раньше, что ее юзали со всех сторон, да? Ну, то есть вот это... Мы привыкли немножко к абьюзивным таким отношениям с Россией. И, в принципе, мы очень действительно адаптировались быстро и к Донбассу, и ко всему остальному, и постоянно шли на какие-то компромиссы. Даже на украинский язык никто не хотел переходить. Я так думаю, да ладно, ну что, так же проще на русском разговаривать. А ничего страшного. Вот я, допустим, мы сериалы снимали, уже нельзя было, но мы снимали сериалы. Сначала снимаем все для украинских, то есть с украинскими номерами на машинах, с погонами украинскими, полиция, милиция, все это меняется, и все равно потихоньку все в угоду себе, потому что там контакты, там были деньги, там больше платят. Мы все равно продолжали, ну, мы называем это обслуживать русских, да? Продолжали это делать, идти на компромисс с собой. А может быть, в этой ситуации нужно было жесткую позицию. Надо сначала, прежде чем примиряться, нужно расставить границы, понимаешь? В Украине границ не было никогда. И вот сейчас, мне кажется, для Украины это момент, это очень болезненный процесс. Это, если говорить, переносить на человеческую жизнь, да? И расставление границ, когда ты говоришь: «Мама, спасибо, мне звонить не надо. Я сама знаю, что мне есть, что мне пить, что одеть». Вот Украине нужно сейчас просто отстоять свои границы, личностные границы, понимаешь? А потом она может садиться за примирение. Ты права. Но люди, которые, допустим, уже взрослой позиции, потому что вчера, допустим, я смотрела передачу с Юрием Шевчуком. И все, ему пришел, ну, ему нельзя уже не заниматься своей деятельностью, потому что он на своих 10 концертах, которые он сделал за эти 4 месяца, он везде призывал зал, людей говорить правду о войне, и он как бы, у него такая позиция. И когда его журналист спрашивает, почему вы продолжали это делать, вы же знали, что за этим последует. Он говорит: слушайте, ну вот люди, которые ко мне приходили, они не отмороженные русские, они реально понимают, что происходит, и они против войны. И я думаю, вот он как раз вот эту каплю, которая точит вот этот камень, и вкладывает. И мы с тобой вкладываем эту маленькую капельку, да, то есть вот эта позиция мира, она и делается, она и будет делаться, но это такая микро-ниточка, вот с нее все может и начаться, понимаешь? Это процесс в длительные годы, но вот так вот оно все плетется, вот так вот выйти с простынью белой пока что не получится, пока что это вот прям микро-ниточка, которая, знаешь, прям ее и не заметишь на свету. К сожалению, я тебе могу даже так сказать, что несмотря на то, что это очень известный факт, и что белый цвет на войне, когда люди матятся белым цветом, берут эти просто не идут, это просто мирные люди. К сожалению, по ним также стреляют снайперы. Это мы... How does that? It's a props. Yeah. Haha. Can we? I think you can put it in. Yeah. You see, we're hiding that, and we just take some costumes and we use that. So, see ya. See ya. Wait, there is some. Oh, do you need? I live here. Yeah. Вот что ты думаешь, сейчас активная позиция там, украинских активистов в искусстве, да, об отмене русской культуры, очень много тратится энергии сейчас на это. Запретить, там, например, таким, как я, где-то там ставиться и входить в какие-то конкурсные программы европейских фестивалей и так далее, и так далее. Вот что ты думаешь по этому поводу?
Я не очень это приветствую и не очень понимаю. Это началось, кстати, еще вот немножечко раньше, когда в каждом голливудском фильме должна быть одна лесбиянка, один темнокожий, и вот эти все правила, знаешь, а сейчас это просто такое веяние, а давайте без русских. Мне кажется, искусство должно другими критериями меряться, критерием таланта и полезности для общества. Вот что я, допустим, делаю? Мне сейчас предложили сделать там театральную студию для украинцев. И тут же мне последовал вопрос: слушайте, а тут же много русских детей. И вот я перед выбором. То есть я, которая знаю, что русские напали на мою страну, они убивают нас. Могу ли я какому-то 8-летнему русскому ребенку сказать: ты ко мне ходить не будешь? Конечно, нет, я так не сделаю. Для меня, для меня эта позиция понятная. Но я в Голландии, я как бы могу со стороны немножко отстраниться. И я, конечно, сказала: давайте и русские дети будут ходить. Почему нет? Готова ли я, допустим, сделать спектакль русских, украинских детей на большой сцене в Голландии? Я бы, наверное, была готова. Но мне кажется, социум здесь не готов к этому. Почему ты так думаешь? Ой, это прям вот для меня тоже вопрос большой. Потому что, мне кажется, они даже сами немножечко боятся этой провокации. То есть это прям провокейшн такой. Подожди, то есть ты кому-то уже сделал такое предложение, и тебе сказали: ой, нет, русских и украинцев вместе нет. Вот, то есть так реально ты так думаешь? Смотри, допустим, мне предлагали резиденцию делать в Италии, но там были совместные группы русских и украинцев. То есть они сразу для всех открыли. И вот моя группа актеров, мы внутренне сказали нет себе, мы не готовы были. Перед этим я отказалась тоже делать проект совместно с русским актером. Но это было, кстати, недавно совсем. То есть я сказала нет. К детям немножко, видишь, другая ситуация. То есть это даже внутренняя какая-то такая цензура, наверное, больше. Но я думаю, что... Кстати, это эксперимент, надо проверить, надо предложить кому-то. Из того, что ты рассказала, получается, что не они против, потому что они, наоборот, предлагают лаборатории совместные, воркшопы, это все-таки действительно внутренняя самоцензура, насколько я понимаю. Можем зайти что-то померить? Давай. Какое прикольное. У меня к тебе такой вопрос. Ты прожила какое-то время в России, училась в ГИТИСе. На сегодняшний день в России очень много людей, которые в этой потоке информации запутались, не до конца понимают, что происходит, или боятся признаться себе в этом. Что бы ты могла сказать этим людям сейчас? Вот мне кажется, что первое — это выключить телевизор нужно. Потому что, реально, это просто проблема номер один. Я не знаю, как так произошло, но это оружие, это реально. Телек стал оружием. Вот. Во-вторых, мне кажется, спросить у людей, которые находятся на территории Украины, что происходит. Вот есть у вас какой-то знакомый, дальний? Или... Вот позвоните или напишите смс. Я думаю, что многие люди не откажут в этом. То есть информация — это самое главное сейчас. То есть ты предлагаешь, насколько я понимаю, индивидуально каждому, вот как он может, в принципе, садиться за стол переговоров. Да. Не ждать этих переговоров от кого-то, от чего-то, от какой-то власти, которая играет свои игры, а в принципе вот индивидуально сесть за этот стол переговоров, по крайней мере, начать спрашивать и размышлять.
Ну смотри, это же, мне кажется, если взять так в историческом контексте, что сейчас происходит? Как бы борются два мира, да, коллективный и индивидуальный. И вот что победит? Поэтому тут варианта, что всех нас вместе возьмут и колпаком из какой-то правдивой информации накроют, такого не будет. Ну, то есть вот этот Deus in machina, этого не произойдет. То есть сейчас предлагается вообще каждому взять ответственность за то, что в твою жизнь заходит, какая информация, какое общение, какая твоя жизнь, на себя. Ну, то есть если я, неважно, в какой стране я нахожусь и какой национальности, я сам должен исследовать, что происходит вокруг меня. Ну, то есть, и если вот люди будут по чуть-чуть пробуждать свое сознание, адекватность свою, да, это сложно сделать, потому что я понимаю, что в России очень, очень большая поддержка телевизора. Мы даже не назовем это власти Путина, а телевизора, пропаганды. И, не знаю, если вы чувствуете в себе силы, что вы, там, не знаю, русский, адекватный, и у вас есть там мама не совсем адекватная, если у вас есть возможность с ней поговорить о чем-то, видите, что она готова слышать, идите и разговаривайте. Ну, то есть разговаривать вот каждому индивидуальный ключик. Ну, по своим силам, конечно. Вот если ты можешь 3 человека за полгода вот так вот сесть и поговорить, это уже твоя задача выполнена. Спасибо тебе за этот наш сегодняшний с тобой вот такую маленькую каплю и попытку начать этот стол переговоров. И я желаю, чтобы как можно скорее вся эта катастрофа в Украине как можно быстрее завершилась. И чтобы как можно больше людей сели за стол переговоров и не ждали этого от власти, а делали это самостоятельно. Спасибо тебе. Спасибо большое. Спасибо. После съемок этого выпуска актер Виктор Стороженко, позывной «Мавр», получил в ходе боевых действий ранение. Вся команда «Почему-то здесь» желает Виктору скорейшего выздоровления, а также победы Украины в борьбе за свободу и независимость.